Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Сегодня давайте поговорим о том, как надо воспитывать детей, чтобы вырастить их сильными и независимыми. Миру известно огромное количество примеров, когда матери и отцы своими руками ломали судьбы родным детям. При этом они искренне желали наследникам только добра и хорошей жизни. Как это возможно? Давайте прислушаемся к мудрым цитатам Конфуция и разберем наглядные примеры, основанные на реальных событиях. В США принято, когда ребенку исполняется 16-18 лет, отпускать его в большое плавание, чтобы он не стал маменькин сынком или дочкой. Но на всем готовом жить легко, но это расслабляет и развращает. Сидя дома, принимать решения не научишься. Для этого надо, чтобы жизнь розгами хорошенько высекла. Ребенок не должен полагаться на родителей. Мама и папа помогут, денег дадут, все проблемы решат. Нет, никто не поможет. Поэтому шевели извилинами. Отпрыск должен рассчитывать только сам на себя. И чем больше в его жизни будет проблем на первом этапе, тем легче ему будет во второй половине жизни. Нам трудно согласиться с этим мнением. Опыт, особенно горький, не всегда обогащает личность. Иногда он ее ломает, сгибает пополам, отбирает веру в хорошее и надежду на лучшее. Есть тысячи примеров, когда детей не отпускали на свободу, а напротив держали поближе к семье. Именно находясь в семье, ребенок учился, как надо относиться к людям, как надо работать, упорствовать в своих целях и реагировать на неприятности. А все те юноши и девушки, которым желанную свободу предоставили, как-то быстро пошли по наклонной, выбрав себе в качестве наставников по жизни сомнительных людей. И понеслось. Череда приводов в полицию, вереница нежелательных беременностей. У Конфуция есть такая цитата: «Посылать на войну людей необученных значит бросать их». Вот и мне кажется, что перед тем, как дать своему птенцу вылететь в большой мир, нужно дать ему какие-то навыки по выживанию, а не надеяться на авось. Послушайте одну историю. Марина была уверена, чтобы человек достиг успеха с ранних лет, он должен привыкнуть к самостоятельности. Когда она стала мамой, решила применить эту науку во благо сыну. Дождавшись, когда ребенку исполнится 16 лет, она решила научить его самостоятельности. Убедившись, что парень поступил в университет, она сняла ему квартиру рядом с местом учебы, обеспечила небольшой суммой денег и попросила больше не беспокоить по пустякам. Мама объяснила сыну: «Ты уже взрослый, можешь сам решать, как жить дальше. Вот деньги, их хватит примерно на 3 месяца, остальное заработаешь». Сын-подросток был несказанно рад такому развитию событий, в то время как его одногруппники находились под присмотром строгих родителей, требующих успеха в учебе. Он был предоставлен сам себе. Беда не заставила долго ждать. Очень быстро парень связался с плохой компанией. Те научили его воровать. Не прошло и 2 месяцев, как вся компания попалась с поличным во время очередной вылазки. Всех арестовали, 2 посадили в тюрьму, и этот мальчик был в их числе. Марина хотела счастья для своего сына. Она думала, что парень, став самостоятельным, начнет жить взрослой жизнью. В итоге предала его, отправив на войну необученным. Парень попал во взрослую жизнь совсем неопытным, а та взяла и сломала его. Пришло несчастье, человек породил его, пришло счастье, человек его вырастил. История вторая. Вся семья была против того, чтобы дочь ехала в Москву поступать в университет. Но бабушка решила поддержать внучку. Она отдала ей все сбережения и отправилась с миром. Провинциальная девочка, едва окончив школу, отправилась покорять столицу. Но так, как часто бывает, отказалась сдаваться с первого раза. Попытка поступить в университет была с треском провалена. Однако возвращаться в родной город 17-летняя девушка уже не хотела, Москва ей понравилась. Она решила попробовать устроиться в столице. 4 месяца обманывала родителей и бабушку, рассказывая им, что сдала все экзамены, что у нее началась учеба и все идет отлично. Сама пыталась жить в большом городе, подыскивая возможности устроиться в нем. Не нашла. Когда деньги кончились, пришлось вернуться домой и сознаться в обмане.
Родители не простили ее и отправили жить к бабушке. Та, несмотря на обиду, приняла любимую внучку, только девушка, переехав к ней, наотрез отказалась работать и хоть как-то помогать старушке. Для пожилой женщины она стала большой обузой, но бабушка все равно терпела внучку, хоть и сама была уже не рада ей. Как сказал Конфуций, бабушка сама породила свое несчастье, изъявив желание побаловать любимого ребенка. Ситуация могла бы сложиться иначе, если бы она проявила предусмотрительность и не стала давать большие деньги в руки вчерашней школьницы, отправляя ее жить одну в огромный город. Теперь на старости лет старушка пожинает плоды своей доброты и необоснованной щедрости, а девочка просто потерялась в жизни. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджидают близкие неприятности. История третья. Лариса воспитывала дочь одна. Муж бросил ее еще беременной. Она так любила свою девочку, что берегла ее не только от всех жизненных трудностей, но и от мужского внимания. Женщина думала, что как только дочь окончит школу, институт, тогда и о свадьбе можно подумать. Раньше никаких разговоров о мальчиках и мужчинах. Прошли годы, дочери уже 39. Она получила аж 2 высших образования, а замуж так ни разу и не вышла, не за кого. Теперь Лариса горько жалуется подруге на мужчин, мол, вон какая у нее дочь, и умница, и красавица, а никому не нужна. Причина проста. Как только мужчина появляется на горизонте, девушка бежит от него словно как от огня. Все потому, что в юности не имела опыта общения с парнями. Ей комфортнее жить с мамой, создающей все условия для спокойной жизни, а как существовать рядом с мужчиной, она понятия не имеет. Разумеется, оберегая дочь от мужского внимания, женщина хотела ей только добра, чтобы та получила образование как билет в светлое будущее. Мужчины казались ей помехой в этом нелегком деле, но она не думала о главном. Чтобы строить счастливые отношения, нужен опыт. Как оказалось, неприятность была не за горами. Дочь одна, семьи у нее нет. Внука в маме тоже не видать. Лариса хотела счастья для дочери, а в итоге предала, лишив банальных женских радостей. Таких примеров масса. Их существование говорит лишь об одном. О мудростях, живущих столетиями, важно помнить и следовать им. Они вечны, независимо от века, в котором живет человек. Родители, если они не совсем маргинальные элементы, могут очень много дать своим детям и после 20 лет. Например, брать с собой в банк при оформлении депозитов, на сделки по купле-продаже недвижимости и даже на судебное разбирательство. Все это может пригодиться в жизни. Хочется отдельно отметить про категоричное отношение к всякого рода вредным привычкам. Нежелание влить в собственное дитя знания и навыки, мысль, что это должен сделать кто-то другой, и есть предательство. Некоторые женщины считают, что нельзя читать нотации своим детям. А кто это сделает вместо них? У людей, особенно до конца не сформировавшихся, должны быть ориентиры и четкое понимание, что такое хорошо, а что такое плохо, где белое, а где черное, что никогда нельзя делать и почему. Голливудский актер Аль Пачино как-то признался в интервью о том, что в юности считал свою мать тираном. Пока другие мальчишки весело бегали по улицам, она запирала его дома и заставляла сидеть над учебниками. Снизу, из проулка, меня окликают друзья, зовут прошвырнуться по улицам, а мать меня не пускает. Я страшно злился и орал на нее без умолку. Она сносила мои упреки и тем самым спасла мне жизнь. Понимаете, всех тех ребят, которые тогда звали меня гулять, уже нет на свете. Она хотела, чтобы я не шлялся по улицам допоздна, а делал уроки. И именно благодаря этому я теперь сижу здесь и разговариваю с вами. То, как сложится судьба человека, не всегда зависит от него самого. Иногда фундамент закладывают именно родители, создавая среду, которая семья окружает. А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. И не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик. До новых выпусков. Пока-пока.